Всем добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Дневник Багиры. Девочки, время у нас 15:43. Все еще сегодняшний 24 июня день. У нас погода такая, знаете, я, видите, сделала реснички. Я сейчас я пришла, короче, голову помыла. Видите, какие волосы? Я ни бальзамом, ничего не делала. Вот маслом, походила маслом, да? Потом просто шампунем помыла 2 раза, и все. Вот такие волосы, девочки, у меня. И поела салат с пирожком. Салат я доела все же, да? 3-го дня или 4-го, не знаю. Со сметаной. И, короче, легла спать. Ну, что я не спала. Я так валялась, что-то туда-сюда, что-то мне сон в голову не шел. А что, бездельничать, что делать? Сейчас проснулась, короче, взяла майку, пообщипала, так сказать. Знаете, начинаешь ее стричь, интересная такая. Ну, волос уже оброс, да? До отъезда же стригла. И все, 5 минут не проходит, начинает. Типа она устала. Вот 5-10 минут. Ну что, я ее постригла так наполовину. Передние лапы оставила недостриженные. Подошву. Ну, там мало вот такой волос вырос, но все равно верхушку сняла, задние лапы сняла, гигиеническую сделала, ушки подрезала, мордочку здесь вот постригла, но неровно немножко получилось. Она гнется туда-сюда, майку очень сложно стричь. Ну, постригла. Ну, там меньше половины осталось. Я подумала, не буду я мучить собаку. Что, я могу в любое время постричь. Просто я думаю, что не надо по 2 часа тратить. Во-первых, они очень сильно устают, собачки, когда их стригешь. Думаю, постригу, потом еще, через пару дней еще достригу. Можно почаще и просто покороче, как сказать, время тратить, чтобы собачка тоже не уставала. Они очень сильно не любят стричься. Потом пошла, и я аккуратно состригала и сразу спахивала. У нее на мордочке, где на щечках, а там длинные вот так волосики были, да, и стала расческа застревать. У нее образовались комочки в волосах. Вроде бы сверху красиво, а там внутри, из-под внутри. Эти комочки я убрала, все расчесала ей. Она не хочет. Я ее просто душем полила, сполоснула. И все. Ну и без шампуня. Обтерла, бегает засранка. Но стричь надо. Когда волос длинный становится, намного сложнее стричь. Поэтому подумала, нет, просто буду помаленьку и почаще. Оська сразу спрятался. Ну, я сразу в один день не стригу собак. И мне тяжело, и собакам тяжело. Поэтому как бы так. И очень аккуратно надо стричь, чтобы не порезать ничего. И я же не училась на грумера. Я самоучка. И я стригу хорошо своих собак. У меня уже рука набитая, не спеша. Я это делаю не спеша. Меня никто не торопит. У меня потока, как у грумеров, нету, да, по времени. Так что все нормально. Погода у нас то туча, то прошла. Был дождь. Ну, лето, интересно, лето. Голубое небо. Потом, смотрю, черная туча идет. А у меня там мустанг стоит не под крышей. Я его не стала убирать. И думаю, пускай промочится немножко. И сейчас пройдет. Потом раз прошла, опять солнце. Сейчас опять идет черная туча. Не хочу в дом не спускаться. Пришла сегодня домой. Девчонки, соседки бегают. Одна такая хитрая. Дядя Коля нам обещал собачками гулять там. Ну, я сама говорила об этом, озвучила. Я говорю, какие, говорю, выросли большие няньки. Теперь могут, говорю, они нам помогать собачками гулять, Коля. А ей неудобно, как бы, понимаете, а собачками хочется гулять. Я говорю, вот дядя Коля придет, и вместе, говорю, будете гулять. А дядя Коля там один, он мне ничего не обещал. Нет, собака доверять детям нельзя, естественно. Это все понятно. Вот, это не игрушка. Они на глазах-то вчера держали, и то Оська уже рвется, если,
лаять куда-то и убегать. Что они дети, маленькие дети, им там по 7, по 8 лет, они же не могут, испугаются ее. Короче, ну не знаю там, что будет. Ну ладно, дело не в этом. Валялась. Короче, вот так вот, девчонки. Что я делала? У меня стояли комментарии на Рутубе. Пишут, что вот, я не помню дословно, но комментарию было 10 секунд, и я заблокировала этого человека, недочеловека. Смысл такой, что я, короче, грязная женщина, что у меня в квартире... Смысл сам этого комментария. Что у меня в доме, в моей квартире бардак, у меня срач. И, короче, я не блогер, а блогер. Вы поняли, да? Ну, все в этом роде. Я зашла, увидела, и, короче, я периодически захожу, слежу уже за своими каналами. А что мне делать? Ну, это как бы сейчас вообще в моей жизни это основной, как бы, ну, мой заработок, да, и, конечно же, я слежу, и зачем? Я, конечно же, буду удалять. Вот. Где грязь, в каком месте грязь, я не знаю. Даже если была бы грязь, какое собачье дело, блядь. Где грязь? Ну, факт то, что у меня грязи-то нет, но увидели какую-то грязь, не знаю. Шорты надо длиннее, а то ляжки разотрешь. Ну, этот комментарий я не буду удалять. И отвечу Надежде из пряничной слободы. Это не ваше собачье дело. Ляжки вы свои бойтесь, как бы не растерлись. За меня не надо переживать. И я сама знаю, какие мне длиннее шорты носить или короче. Я надеюсь, вы мой ответ поняли. Мне даже влом им что-то писать. И я вообще не люблю это, отвечать на комментарии. Я очень-очень редко пишу. А так я в своих видео отвечаю. Вы уже знаете, кто меня давно смотрит. Хочу, конечно же, поблагодарить Александру Холковскую. Очень-очень приятно, очень красивый комментарий. Я зачитаю, с вашего позволения. Оля, доброго вам дня. С праздником вас. С Днем Республики Чувашия. У вас небольшая грустная пауза. Так бывает. Что случилось? Да, накопилось просто. Но, конечно, Александра Холковская, вам нужно дать должное. Вы очень красиво пишете. Вы, наверное, очень грамотный, образованный человек. Вот. И вы, я уже говорила, вы пишете редко, но очень прям душевный комментарий. Спасибо вам еще раз огромное. Так, что случилось? Так, да, накопилось просто. Быстротечность жизни, разочарование в людях, болячки, однообразие, неизвестность. Но ничего, все наладится. Вы, можете, стихи пишете. Ну, прям просто замечательно. И все, главное, в точку вообще. Но видно, что очень умная женщина. Вы встрепенетесь, сделаете реснички, наведете красоту и снова в строй жизни. Вы боевой человек, рассудительный, жизнестойкий. Я желаю вам первое здоровья, это самое главное. И веры, без нее никуда, а остальное нормализуется. Вот увидите. Бывало и хуже, правда же? Правда, правда, все правда. Ничего, Оля, пробьемся, а как по-другому? В нас сила, мы рождены в СССР. Все прям вот правильно, прям правильно писано. Мы закаленные, как сталь. По-другому никак. Оля, доброго вам мира вашему дому и благополучия всей вашей семье. Не грустите. И внуков дождетесь. Я искренне вам этого желаю. Ну все, погрустили и хватит. С уважением к вам. Всех благ. Спасибо, спасибо, миллион раз вам спасибо, Александра Холковская, за ваше пожелание, за ваш очаровательный, очень красивый, очень мудрый комментарий, послание ко мне. Спасибо. Я вам тоже желаю всего самого-самого лучшего, что есть у нас в этой жизни на планете Земля.
И тебе, Иришенька, конечно, тоже спасибо. Александра, замечательный комментарий. Не умею так красиво излагать. Я тоже не умею, хотя я даже чувствую, да, в душе, вот излагать вот так вот именно не умею тоже свои мысли. Ну, присоединяюсь к вам. Желаю, Оле, всем нам здоровья, мира и счастья. Спасибо, Ришка. Спасибо большое, моя хорошая. Так, что... Мария Сатина написала. Меня родная бабушка обвиняла в воровстве, начиная с носков и трусов, заканчивая деньгами. Но у нее был диагноз. Я, знаете, что, девчонки, думаю, все же хоть и врачи и говорят, что у мамы нету деменции, да, все равно, не знаю, девочки, вот это сосудистые заболевания, ну, возрастные, вот это все гипертония, сахарный диабет, да, все равно, как ни крути, они не всегда ставят деменцию, не всегда. Я даже знаю, вот у меня мои подчиненные были, да, которых врачами не установлен диагноз деменция, а у них деменция была. Ну, бывает так, бывает, девчонки. Я думаю, что у мамы развивается деменция, и прям у нее и характер-то у нее очень сложный, она всю жизнь такая. А сейчас прям вообще, ну, тяжеловатая. Ну, что теперь? Куда не денешься? Ну, она большая молодец, она трудяга, она не лентяй. Если вот я лентяйка, да, вот такая вот, ну, у меня есть на кого положиться, слава богу, что правду скажу. У меня же муж, у мамы мужа нет. Она полагается, конечно, сама на себя. Хочешь, не хочешь, идет в лес, да. Она сегодня опять набрала литра ягод, но она говорит, пол-литра заморозила, пол-литра будет кушать. Я говорю, мам, молодец. Ну, молодец, молодец. Она не унывает, она вот живет в одиночестве, да. Для меня это так страшно жить. Я не могу так. Не знаю. Ну, с мамой мы разные. А она привыкла так. И ей хорошо, само собой. Понимаете, наедине само собой. Вот. Никто ей не нужен. Ну, вот как бы так. Вот каждому человеку по-своему, да, нравится жить. А мне даже страшно представить жить одной. Мгм. Я всегда привыкла Коляна ждать с работы. И утром провожаю его взглядом, и встречаю. Ну, я привыкла, и, ну, как я всю жизнь живу семейной жизнью. Мама-то она только вот с Лешей жила. Ну, что это за семья такая? Я не считаю, что у них семья была, потому что, царство небесное, дело прошлого, он алкоголик был. Какая там семья? Он постоянно напивался, и, ну, помощи от него никакой не было. Так, не знаю, за что она его любила. Не знаю. Об этом история умалчивает. Ну да, тоже я должная, она хорошо к нему относилась. Порядочно. Мгм. Ну, иногда тоже говорила, что что-то там подливает, разливает. Ну, это все в этом роде. Это у нее не отнять. Так вот, знаете, о чем еще хочу с вами поговорить? Сейчас зашла я на YouTube. Сегодня, да, сегодня у нас прямой эфир на YouTube вела Бравенькая. Это, по-моему, утром. Точно собирается. Будет дождик. Вот. А что мне как делать? Мне, вот, я же, ну, живу домохозяйкой. Я вот и хожу тоже, слоняюсь, и я не скрываю этого. Туда-сюда смотрю. Я сегодня посмотрела, ну, фоном включила Ольгу, Уралочку, перевернулась на правый бок, обняла Оську, и я не знаю, я вздревнула, не вздревнула, короче, ну, про ее огород там все, про ее житье-бытие. Да, вот я люблю ее фоном слушать, не смотреть, слушать. У нее, когда нужно вот просто заснуть, девочки, оно, знаете, как снотворное для меня действует. Я смотрю Ольгу Уралочку, как вот, если я готовлюсь к сну, вечером там включу ее или днем, но не каждый день, нет. Переворачиваюсь на другой бок спиной к монитору и, короче, засыпаем. Мгм.
И сегодня тоже так же послушала ее. Я там половину слушаю, и потом я ухожу в сон. Я уже не слушаю. А так, чтобы взахлеб, нет. Для меня это не тот блогер, чтобы... Ну, она успокаивает, понимаете, успокаивает там со своими рассказами. У меня вот так действует. Я думаю, что это хорошо. Так что ничего такого в этом плохого нет. Одна только от Уралочки польза. Спасибо ей. А я больше блогеров не знаю. Я так, ну, не знакома так с многими блогерами. Я по разным новым не лажу. Я все на старых как бы внимание обращаю. Так вот, потом я увидела прямой эфир, включила этот бравенькое на ютубе. Ой, вот не надоело этой бравенькой, да, но докатилась, опустилась. Ну, это мой взгляд со стороны. Да. То есть, тоже не молодая, уже возрастная женщина. Опустилась, да. Вот как включила прямой эфир и начала поносить опять эту Наташу. Вот сразу с первых прям секунд открытия прямого эфира, там с минут, да, стала говорить о ее сыне гее. Но она только, ну, в худшем образе представляет это все. Я вот слушаю, да, и думаю, насколько ты, бравенькая Ольга, позорница, опущенная, грязная сволочь. По-другому я не могу так, по-другому я не могу это описать. Что ты вцепляешься за ее сына, за чужого ребенка? Какое твое И начала. Мне прислали там видео в личных сообщениях или видео, или фотографии о нем, да? Там такой позор. Такие же, как ты, прислали. Какое вообще дело до этого парня? Как он живет? Человек, вот я хочу еще раз говорю, да, повторяюсь, но у меня возмущения нет предела. Человек живет своей жизнью, вообще не знает вот эти бабские сплетни от слова совсем, а какая-то мерзкая пожилая женщина афиширует его на своем канале. Да это подсудное дело, вы понимаете? Я так представляю это. Если ее взять за жопу, ее же можно судить за это. Афиширует на всю страну и зарубежье. Это что такое вообще? Позорит. Это его личное дело. Он никак не связан с ней. От слова совсем не связан этот человек, да? Какой бы он там ни был, какое это имеет право. Меня, вот знаете, я слушаю и думаю, сколько это будет продолжаться? Она в своих видео озвучивает про этого парня. Он такой-сякой, как и там старики-то его чпокают. Она же свечи держит, все это она знает. Тут неизвестно, кто кого чпокает и как чпокает. Если так с этого начать, можно же про бравенькую тоже так же сказать, чем она занимается, какими грязными делами за кадром. Это можно придумать на любого человека. Как это можно и поддерживать же, ее большая аудитория поддерживает. Неужели, меня знаете, что поражает? Неужели вот эти женщины, они тоже такие же, из такого же стойла? У меня вот эти мысли, они не отпускают, потому что... Почему? Потому что эта бравенькая Ольга, она чуть ли не... Я вот думаю, может быть, жалобу мне на нее накатать. Да, я посторонний человек, я не связана с ним никак, да? Как просто, как зритель взять и написать в Питер, в Санкт-Петербург, прокуратуру. А что делать, я не знаю, может быть, просто чтобы ее заткнули, хотя бы, чтобы она вот этого парня не трогала, который о ней вообще не знает. Ну, надо же как-то, надо же кому-то это делать.
Ну, а кому, как не мне, блядь? Я не знаю. Мне противно. Мне противно и очень жалко этого человека. Там, во-первых, мы не знаем этого человека, и не надо нам знать. Он никак не связан, да? С ней и вообще с этой блогерской жизнью блогеров. Вот это вот зацепилось и льет, и льет, и льет помоя. И во всех ракурсах там. Что у этой женщины, не до женщины, какой у нее бред в голове больной. Она же сама мать, она сама бабушка. У меня, знаете что, я бы могла бы сказать много всяких нехороших слов, да, но я не буду этого делать. У меня просто перевоплощает эмоции внутри. Насколько, почему это позволено? Почему мать этого парня не вздернет ее, не вздрючит за это? Это что такое вообще? Это уже, я повторяюсь, но я еще раз скажу. Это переходит все рамки. Просто уже, ну, все границы жизненные нашей, повседневной нашей человеческой жизни. Все рамки приличия, это все перешло. Это что такое? Если ты хочешь оскорблять там, обзываться тебе нравится, да? Например, Наташка, да, она, короче, говорит, она ее никак не оскорбляет. Она по существу из ее видео говорит. А это Наташку по-всякому обзывает. Ну, ты обзывайся, да? Ну, как-то покультурнее. Но есть же обзорщики, культурными словами выражаются, да. А это мало того, что Наташку по-всякому ее исхлестала. По-всякому. Так еще добралась до ее сына. Это что такое? Я вот смотрю, да. Вчера я еще не думала об этом. Я вот делюсь с вами, зрители мои. Я не знаю, что делать. Если это не прекратится, я думаю, напишу жалобу. Но потому что так нельзя. Нужно как-то ее остановить. Просто это... Я от этого задыхаюсь. Мне это очень неприятно. Пускай этот парень, он мне совершенно никто, посторонний человек. Но это очень неприятно, это мерзко, это пугано. Это что такое? Кто ей дал власть? Кто ей дал право? Кто ей дал волю? Такое говорить на камеру и выпускать такие видео ужасные. И почему собрала такую ужасную аудиторию? Это надо же разобраться с этим. Так же нельзя. Это уже, я говорю, еще раз повторюсь, это перешло все рамки. Дозволенного и недозволенного. Ее кто-то должен остановить. Наташа этим не занимается. Почему она не занимается этим? Я уже в прошлом видео озвучила, что бы я сделала. Если бы так бы сделали, ну, затронули моего сына. И вообще, я бы не слезла, я бы сделала бы все. И возможно, и невозможно. Понимаете? Ну, неужели, да, вот ради того, ради просмотров, ради денег можно позволить, чтобы твоего дитя позорили? Это ужас. Это ужас. Это так бывает, что ли? Что она несет в массы, эта бравенькая? Ничего. Ничего. Ужас. Ей больше не о чем поговорить, да? Как обливать грязью чужих детей, чужого сына. Вот эта Славка, я хочу теперь про Славку сказать. Он даже не был на этом, на празднике Акатой. Обычно он всегда там был, бывал раньше.
насколько я знаю. В этот раз я объехала город не только снять для вас видео, да. В парк я не заезжала. Да и в парке он обычно, вот, ну, 2-3 коту я его подряд видела, он в парке не тусуется, он на велосипеде катался. Так вот, я объездила весь город, и я везде взглядом смотрела, искала этого Славку. Я его не нашла. Он затихарился, как мыша, как крыса. Не мыша, крыса. Сидит дома, его даже я не вижу ни на рынке, потому что он знает, что я у пятерочки пью кофе часто, да. Я там его тоже встречала, он уходил в магазин. Теперь я его не вижу от слова совсем. Он ходит, может быть, поздно-поздно по темноте, когда он уже знает, что я не появлюсь. Так вот, сегодня я тоже одному человеку рассказала, о чем он говорил моей маме. Вот. И знаете, когда этот человек услышал, что он говорит, ну, и я же вчера начальнику полиции озвучила, что я месячные подливаю мужу моему. Этого человека чуть он не сблевался. Чуть человек не сблевался. Это, говорит, это что такое? Говорит. Он, говорит, больной. Он больной, говорит. Но человек сказал мне, он больной тобой. Просто он, во-первых, он психически больной, психически. А еще плюс добавочно он больной тобой, говорит Оля. Одержимый. Вы понимаете? Вчера, когда я составляла заявление второе на него, мне продиктовал начальник полиции написать в конце, что я боюсь... Да, он продиктовал, я своих слов так и написала. Боюсь, почему я просила разобраться в том, что почему он ко мне испытывает эту неприязнь. Потому что я боюсь за свою жизнь. Мне начальник полиции сказал, это нездоровая ерунда. У здоровых людей такого не должно быть. Вот так. Напишите, что вы боитесь, опасаетесь. Я написала, я боюсь за свою жизнь и за здоровье, короче говоря. Ну и в первом заявлении тоже так же было написано эти слова. Вот. И что я хочу сказать? Конечно, я буду идти до конца, и мне мало того, что его оштрафуют. Если будет подтверждение лингвистики, я подумаю, что с ним делать еще дальше. Подтверждение лингвистики будет. И он этим, то, что написал, что он ко мне, не, он сам признает, он, даже если не признался, он не понимает, что он говорит. Человек не понимает. Он, когда, если что-то скрыл, потому что, да, я не могу доказать, что он говорил про меня там, ну, вот эти поганые слова. А он же половину признался, половину не сказал. А у меня нет доказательств. Если в том случае, например, в интернете, да, в интернете, вот мы вчера общались, когда с начальником, он мне говорит, Оля, вот в этом случае, когда вот эта Света, говорит, вам писала, у вас, говорит, были доказательства, ну, в сообщениях, да, скрины вы могли предоставить, то в этом случае у вас нету доказательств, что он озвучил. Это тяжелее пришить ему статью. В том случае, если человек говорит в интернете, распространяет вот это бравенькое, вот я вам честно говорю, она очень на большую статью идет. Это страшную статью она идет. Если ей, ну, займется именно мать своего сына, Наталья, бравенько очень сильно не поздоровается. Она вот эти страшные слова несет в массы. Это очень страшно. А у бравенькой ведь сын юрист. Она же сама сказала, рассказывала. Почему? Я не понимаю, почему она этого не боится. Она думает, что у нее возраст, что ли, не подсудный? Нет. Там и такие. Бабульки, отбывать срок наказания.
Думает, что за нее никто не возьмется? Зря она так, зря. Зря, зря, зря. Люди смотрят разные. И не мать так, кто-то другой возьмется за жопу, за ее жопу возьмется. Ох, будет жопа гореть у нее. Я тут сразу смешиваю все. Вот так вот мои рассуждения у меня там и там. Голова работает в разном направлении. Да, и бумеранг-то вот как раз Браменьку и коснется за ее вот этот вот длинный нехороший язык. Это страшно будет, это вообще так нельзя в массы нести. Это ужас, это такой гнев и такое оскорбление на человека, который даже, тем более, он ей совершенно никто, совершенно посторонний. Это что такое? Даже ей там выслали в личное сообщение чего-то, об этом нельзя говорить. Она же взрослая женщина, мать юриста. Это что такое вообще? И вот эта Славка, то у меня теперь Славка тоже. То, что он имеет ко мне непредвзятые отношения, он сам себя выдал. Когда написал в обратно объяснительный, почему он так поступил, подойдя к моей маме и стал говорить, да, обо мне всякие гадости, он написал, он сознался, вы понимаете, сознался в содеянном, по-другому можно сказать, это сознание в содеянном. Он не соображает. Он ведь, знаете как, слово не воробей, оно вылетит, не поймаешь, да? Ну, сознался у меня, вот я поэтому и зацепилась, когда мне пришел ответ с полиции, когда это я прочитала, у меня мозги-то нормально работают. Может, для кого-то я окажусь очень глупой, необразованной, но это личное дело каждого, я доказывать никому ничего не собираюсь. Голова у меня работает, мой мозг во всех направлениях. Очень хорошо. Вот. Хвастаться тоже не собираюсь. Я когда прочитала, я сразу поняла, за что можно зацепиться и как действовать дальше. А зачем я тут буду все-все? Я и так много чего рассказываю. Ну уж все-все. Зачем прям все-все? И так много, мой зритель много чего знает, хватает. И этот Славка-то смотрит, и он теперь сидит, короче, и трусит дома. Ну, сиди, Слава, сиди. Теперь будешь до старости сидеть, блядь, у себя дома. А то ли еще будет дальше, очень будет интересно. Но это все по факту. По факту я расскажу. Сейчас зачем забегать вперед? Не стоит. Всем спасибо, то, что вы меня послушали. Захотелось так с вами поговорить, рассказать свои мысли вслух. Всем хорошего дня. Всем пока. До новых встреч.